Коллеги, здравствуйте. Сейчас мы хотим рассмотреть вопрос, как правильно выбрать и не ошибиться при подборе оборудования для перемешивания навоза в лагунах. Какое из оборудований позволит вам снизить затраты и обеспечить максимальную выгоду для вашего хозяйства? Давайте сразу определимся, какой тип навоза мы планируем перемешивать. Два типа. Отделенная жидкая фракция и неразделенный навоз. На сегодняшний день порядка 50% наших клиентов разделяют навоз на фракции, а 50% не разделяют навоз. На самом деле правы и те, и нельзя сказать, кто-то не прав, кто-то прав больше, кто-то прав в меньшей степени. На самом деле обе технологии верные, но необходимо понимать, в каком случае лучше применять технологию разделения, а в каком нет. Этому посвящен наш другой семинар по особенностям разделения навоза. В любом случае, при разделении навоза на фракции, жидкая фракция представляет собой свободную от твердых составляющих в гомогенную жидкость с концентрацией сухих веществ порядка 1-2%. То есть фактически лишенную твердых составляющих. Твердая же фракция, неразделенный навоз представляет себе структурированную жидкость, в которой присутствует как поверхностная корка, которая составляет от 1/3 до четверти части, донный осадок, в зависимости от комплекса КРС или свинокомплекса, это четверть или пятая часть, и порядка 70%, от 60 до 70% это жидкость, которая является, то есть, концентрированной с твердыми составляющими. При этом в течение 20 минут после поступления навоза в лагуну он разделяется гидравлическим способом, да, то есть твердая фракция плавучая всплывает, плотная твердая фракция, тяжелая, вязкая, опадает в осадок, и все это дело происходит буквально за 2 часа. Да, поэтому, чтобы поднять эти осадки для последующей перекачки, перемешать и гомогенизировать, в каждом из случаев применяется своего типа мешалки. Да? Это жидкая фракция, это твердая фракция. Почувствуйте разницу, я думаю, что она очевидна, но в данном случае мы не видим никакой корки. Здесь на поверхности корка и донные остатки. При этом мы специально сделали фотографию навозонакопителя после откачки, о чем свидетельствуют вот эти полосочки. То есть клиент смог откачать при неэффективном перемешивании навоз, жидкую часть, жидкую фазу, практически без твердых составляющих. В таком случае в следующий раз при откачке, при наполнении данного накопителя, твердые составляющие останутся и прибавятся вновь еще дополнительные. И с каждым разом концентрация будет расти. В частности, на первый год эксплуатации концентрация жидкого навоза составляет примерно для свинокомплекса это 5-6%, для ферм КРС это 7-8%. В последующие годы у нас остается неэффективно, если в том случае мы неэффективно перемешиваем, то она прибавляется. Поэтому вопрос и задача эффективного перемешивания навоза всех твердых составляющих и выкачка ее на поля в качестве органического удобрения является стратегической задачей. По той причине, что с каждым годом концентрация будет увеличиваться, а когда она достигнет 12%, она превратится вся лагуна полностью в твердый густой осадок, который невозможно перекачать и удалить насосами. Только механическим путем. Экскаваторы, лопаты, и другая техника. На самом деле это произойдет через 4-5 лет. У нас есть масса примеров животноводческих комплексов наших клиентов, которые на начальном этапе
не были сфокусированы на разделении и только после 5 лет пришли. Но важный момент, эти все негативные факторы складываются лишь в том случае, если вы не разделяете навоз на фракции. Если вы неэффективно перемешиваете, прошу прощения. Если же вы обеспечиваете эффективное перемешивание, то даже с неразделенным навозом можно работать. Хотите узнать, как эффективно перемешать такую лагуну? Давайте я вам расскажу. Жидкая фракция, здесь пояснять не нужно. То есть если мы сравним две иллюстрации, то что кратность мощности и количество перемешивающих устройств, как правило, для неразделенного навоза выше. Оно требуется мощнее, более эффективно. И подходить к этому вопросу нужно более часто. Здесь мы постарались изобразить график, то есть хотя бы один-два раза в месяц нужно перемешивать, чтобы поддерживать хотя бы в каком-то гомогенном состоянии твердой составляющей. Жидкую фракцию перемешивается только перед внесением, один раз в год. Все, больше не требуется. Соответственно, здесь экономия затрат. Существующие на сегодняшний день типы перемешивающих устройств — это стационарные и мобильные. При этом есть два типа, как говорится, перемешивающих устройств. От лопастей, то есть так называемый механический пропеллер, и гидравлический, то есть который перемешивание происходит за счет гидравлического лифта, то есть жидкостью, напором. Два примера. Моторная лодка — это пропеллер. Или вот в душе отсоединили душ или шланг. Вот напор шланга — это является гидравлический напор. Это два типа. И также, соответственно, по способу установки. Это стационарные, передвижные или плавающие. При этом, как правило, какие из типов насосов, какие из типов мешалок применяются в каком случае, давайте попробуем разобраться. Первый вариант — это стационарный погружной миксер. Как правило, он используется для установки в навозонакопители, куда доступ техники отвом трактора достаточно недоступен. Если посмотреть, здесь пример обвалованной лагуны, высота которой обваловки порядка 6 метров от уровня земли. Это причина того, что в данном регионе у данного клиента очень низкий уровень грунтовых вод. Сделать навозонакопитель непосредственно под землей оптимально невозможно, поэтому делаются так называемые насыпные дамбы. В этом случае, чтобы снизить затраты на подготовку буртов дамб, то есть послойное трамбование, укладка дорог, выполнение широких откосов, это дополнительные затраты. Поэтому дешевле и экономически выгоднее в каждой лагуне установить стационарный миксер. Но важный момент, что стационарные миксеры обладают мощностью до 20 примерно киловатт. И на каждую 5-7 тысяч кубометров свиного навоза требуется одна мешалка, то есть в пересчете. Для жидкой фракции то на один навозонакопитель нужен на 10 тысяч-12 тысяч кубов достаточно одного мешалка. Если мы имеем место с неразделенным коровьим навозом, то из-за плотности корки и большого количества твердых составляющих в навозонакопитель нужно устанавливать мешалку на каждые 3,5-5,5 тысяч кубов. Таким образом, на навозонакопитель самого популярного объема 15 тысяч кубов. Для жидкой фракции это 1-2 мешалки. Для неразделенного навоза от 3 до 4. Почувствуйте разницу, как в электрических затратах, то есть в затратах электроэнергии, так и в затратах на покупку оборудования единовременно. Погружной миксер представляет собой электродвигатель, состыкованный с насосом. Как правило, он состыкован с электромотором посредством планетарного редуктора, который позволяет снизить обороты и сохранив крутящий момент. При этом потребление электроэнергии будет существенно ниже. Зачем это нужно? Если вспомните, кашу густую, как мешать лучше? Большой ложкой медленно или маленькой очень быстро?
Ну, конечно, то есть большой медленно гораздо более эффективно, поэтому все мешалки для навоза должны быть в обязательном порядке оснащены редуктором. И нельзя путать дешевые мешалки для воды, они не будут перемешивать навоз и не будут с этим справляться. При выборе и сравнении мешалок важно на это обращать внимание. И, как правило, лопасти у погружных миксеров являются достаточно большого размера, с большой площадью захвата, и, как правило, они должны иметь самоочищающийся профиль, потому что часто у нас в лагунах плавают и мешки, и шпагат, и всякий мусор, который очень любит наматываться на крыльчатку. Есть опция с режущими механизмами. Перейдем к следующему типу оборудования. Это пропеллерные мешалки с приводом от ВОМ трактора. Они мобильные, то есть можно спокойно приезжать к каждому навозонакопителю либо к лагуне и осуществлять перемешивание. Мешалки разнообразны, с приводом от гидравлики, откидные для того, чтобы можно было опустить в какие-то узкие колодцы, с башенным, как говорится, с башенной опорой, что позволяет перемешивать высокие вертикальных стенках навозонакопитель. Разные длины мешалки, например, от 6, 12, 16, 18 и даже до 22 метров. Существуют миксеры. Спросите, зачем такой длины? Зависит от длины откоса. Как правило, рекомендуется выбирать миксер, чтобы он доставал хотя бы на 1/3 от лагуны. В таком случае будет эффективным перемешивание и гомогенизация. Есть миксеры, которые работают дополнительно с приводом от гидравлики, меняют позиционирование стрелы миксера, который обеспечит более эффективность. Если здесь необходимо менять позицию трактора, то здесь трактор стоит в стационарном положении и изменяется только направление стрелы. Зачем это нужно? Естественно, чтобы эффективно перемешивать все части навозонакопителя, важно менять положение миксера. Как правило, если мы имеем место с большой лагуной, то с каждой стороны необходимо устанавливать то есть 2 позиции с каждой стороны. Для круглых это хотя бы с 3 сторон. При этом в одном положении нужно менять положение миксера хотя бы на 45 градусов. Посмотрим, как работают мешалки для жидкого навоза, жидкой фракции фирмы КРС, которая имеет разделение навоза. Но здесь они разделяют не всю, а 70% всего навоза на биореакторах, которые перерабатывают твердую фракцию в подстилку. Это в Пензенской области. Каждая лагуна примерно 50 тысяч кубометров. На лагунной мешалке, как правило, имеют колесную опору с гидравлическим приводом, который позволяет им безопасно, без повреждения пленки, съезжать в навозонакопитель. Либо он должен быть полностью навесным с защитным устройством на конце, чтобы пропеллер не повредил пленку. Здесь выполнена шинная опора. Это простое дешевое решение. Посмотрите, здесь вертикальная стенка порядка 45-50 градусов. Гидравлическая опора позволяет туда опустить мешалку до дна, спозиционировать и эффективно обеспечить перемешивание. Важно, что пропеллер защищен обечайкой. То, что даже с касанием стенки пленочной лагуны он не повредит пленку. Эффективность перемешивания видно по слайду. То, что перемешивание осуществляется по всей поверхности, скорость движения по всей поверхности даже осуществляется примерно от 1 до 3 метров в секунду жидкости. Тем самым данную лагуну можно перемешать буквально за несколько дней, 3-4 дня. Но мы даем еще акцент, что это частично разделенная жидкая фракция. За счет большой длины стрелы можно перемешать навозонакопитель
с жидкой фракцией из одного положения. Если бы это был не разделенный навоз, конечно, пришлось бы позиционировать миксер с каждой стороны и подготовка дорог. Следующий класс систем перемешивания навоза гидравлический, который осуществляет перемешивание за счет гидравлического напора жидкости. Это данный тип мешалок является тоже достаточно эффективным, но мы их называем лагунные помпы. Но на самом деле миксеры перемешивают, гомогенизируют более эффективно как жидкую фракцию, так и твердую фракцию, плавающую. Лагунные помпы гомогенизируют, разбивают эффективные корки, плавающие корки, тем самым насыщая и размывая непосредственно жидкость на поверхность, жидкостью поверхностной корки. Как происходит работа? То есть мощный насос закачивает жидкость и большим напором разбивает поверхность. При этом длина таких миксеров от 7-9 метров до 24 метров и более. Ключевым фактором имеет место быть напор и поток. Чем больше жидкости под большим напором перекачивается, тем на большей длине работает сильный поток, который разбивает жидкость и перемешивает. Например, на наших мешалках типа НОМ гидравлических он обеспечивает перемешивание гарантированно до 15 метров. За счет чего это происходит? У нас 3 направляющих напорных патрубка, который за счет этого увеличивается объем. Каждый патрубок 127 миллиметров. Переходят они в 12-дюймовую трубу, которая являет диаметр 350 миллиметров. Тем самым, используя те же энергетические затраты от ВОМ-трактора, мы обеспечиваем в 2,5-3 раза больше напор и поток, чем ближайшие конкуренты. В цифрах я это докажу чуть позже. Давайте посмотрим, как работает данного типа оборудования. Управление СОПом осуществляется гидравлически из кабины трактора. Таким самым мы можем направлять поток для обеспечения разворачивания. Как я сказал, основной функцией является разбивание застаревшей, засохшей корки. Донные и листые отложения, как правило, размываются за счет движения жидкости. Лучше, если мы имеем местность с неразделенным навозом, лучшим решением использование с двух сторон, двух типов. С одной стороны гидравлический для борьбы с коркой, а с другой стороны пропеллерный миксер, который будет непосредственно разбивать донные отложения. Тогда мы лагуну сможем перемешать быстро и эффективно. В противном случае придется достаточно долго тратить время на изменение направлений, позиционирование. Это здесь короткая лагунная помпа длиной порядка 7 метров. Она не имеет опорных колес, и мешалки, как правило, до 12 метров или помпы до 10-12 метров не имеют дополнительный опор, потому что навеска трактора позволяет позиционировать ее непосредственно в лагуне в процессе работы и осуществлять подготовку. Следующий тип мешалок это являются так называемые плавающие мешалки понтонного типа. В большей степени данные мешалки предназначены для свиного навоза и навоза для жидкой фракции, навоза КРС и свиного навоза. Почему мы не рекомендуем использовать данного типа понтоны для неразделенного навоза КРС? Данный миксер должен свободно плавать по поверхности, чтобы мы могли его позиционировать по всей длине. Если у нас имеет место быть корка, он просто не плавает, он застревает в одном и том же месте. И перемешивание становится неэффективным. Мы не говорим, что это не будет работать, данное решение.
Нам нужно эффективное решение, поэтому мы говорим, что для этого, для размытия корки лучше применять помпы, либо миксеры. Понтон отличается тем, что он состоит из поплавков 6 секций. Даже если что-то случится с одним, механическое повреждение, либо попадание воды, то есть он не затонет. То есть плавучесть обеспечивается даже с 3 понтонами. Уникальным технологическим преимуществом данного типа миксеров является возможность установки аэрационной системы. Зачем нужна аэрационная система? Она позволяет обеспечивать подачу воздуха непосредственно в винт пропеллера. Тем самым происходит аэрация и дезодорация навоза. То есть тем самым навоз у вас перестает пахнуть. Гнилистные процессы не идут. У вас происходит так называемый термофильный процесс брожения, но не анаэробный процесс гниения, а брожение. То есть масса переходит, бактерии поедают органику и выделяют жидкость и тепло. Таким образом, как говорится, даже навоз в лагуне начинает подогреваться, и со временем, через 1,5-2 месяца работы, существенно снижается уровень фона запаха отрицательно. При этом производительность миксера достаточно большая, при всего лишь 160 килограмм веса самого модуля. То есть общий вес понтона это 960 килограмм. Имеет колесные опоры, которые въезжают в лагуны, и откидную систему, которая позволяет поднять миксер при въезде-выезде. Позиционировать миксер в лагуне очень легко с пульта дистанционного управления электрическими лебедками. Их достаточно всего лишь 2. Отпуская одну, собирая вторую, он перемещается налево, либо направо. Если отпускаем обе, вперед, собираем обе, назад. То есть это самое эффективное перемешивание и управление. Но если требуется более экономичное решение, то можно поставить на работу оператора, который будет использовать ручные лебедки, которые существенно проще и дешевле по стоимости. На сегодняшний день миксеры передвижные или отвом трактора все требуют наличия трактора. При кажущейся монстрообразности данного решения, это амфибия, которая перемешивает навоз, можно сказать с уверенностью, что ее стоимость не превышает агрегированного трактора вместе с миксером. Почему? Потому что трактор стоит денег, миксер стоит денег. Здесь трактор не требуется, она сама въезжает и выезжает в навозонакопитель. Но это решение только для больших лагун, для больших хозяйств, которые постоянно откачивают и вносят навоз, и требуется постоянное перемешивание и гомогенизация жидкости. То есть это специальное оборудование, которое применяется только для перемешивания. Она имеет энерговооруженную установку с 7 соплами. 7, только вдумайтесь, каждый диаметр 127 миллиметров. Приводится в движение двигателем Caterpillar мощностью 400 лошадиных сил, который качает с 4 напорных патрубков в единую трубу 12 дюймов и распределяет по всем соплам. Основным соплом является фронтальный, который разбивает корпу. Остальные направлены на разбивание донных осадков, которые находятся сзади, сбоку, снизу. Мешалка полностью управляется с пульта дистанционного управления и не требует постоянно наличия оператора. Есть автоматическая система перемешивания лагуны, как робот-пылесос. Он ездит по кругу и потом меняет, как говорится, от края до края. Когда он подъезжает к краю лагуны, он меняет, как говорится, направление и движется до следующего. То есть в хаотичном направлении через несколько часов он полностью перемешивает лагуны, выезжает и перемещается на следующую. Есть на сегодняшний день также другие плавающие мешалки, но все они без исключения требуют наличия трактора, чтобы въезжать-выезжать из лагуны. Да? И в связи с тем, что только с одной стороны имеют
так называемые колеса, то есть вероятность повреждения пленки, ну, существенная. И самое главное, посмотрите на производительность. То есть эта мешалка просто за счет меньшего расхода топлива, помните, я говорил, 3-4 напорных патрубка, она дает большую существенную производительность. То есть время перемешивания лагуны 30 тысяч кубов всего лишь 30 часов. Это полностью перемешивание троекратного объема до полностью гомогенного состояния, не разделенного навоза КРС. Это достаточно быстро. Удельный расход топлива 0,26. То есть это на сегодняшний день самое эффективное решение для перемешивания, для больших лагун. Можно посмотреть на видеоролике, какие существуют еще другие решения и чем они отличаются. Вот про что я говорил. Требуется дополнительный трактор. При этом производительность всего лишь 568 кубометров. Мы проводили тестирование различных типов мешалок в рамках одной лагуны. Здесь вы видите, все собраны. Данное тестирование проводилось совместно с нашим партнером, производителем компании NUN в Северной Америке. У данного миксера всего лишь 3 сопла, при этом 2 из них, как правило, находятся впереди. Посмотрите, мешалка полностью заезжает и выезжает самостоятельно. Движение и позиционирование в лагуне осуществляется самостоятельно моторами. При этом она уже работает, уже перемешивает навоз непосредственно соплами внутри. Здесь хорошо видно, что пошло движение. Сейчас включит переднюю, то есть который позволяет разбивать корку. Напор фронтального сопла достаточно для того, чтобы добить и разбить донный осадок на глубине до 6 метров через полностью водную поверхность. Если вы видите, все другие альтернативные миксеры имеют достаточно громоздкую структуру, развитую систему поплавков и требуют наличия трактора. В российских условиях это не тестировалось по той причине, что практически все лагуны у нас имеют пленку. И использование данного типа мешалок, скорее всего, 100% приведет к разрыву пленок. Видите, то есть есть даже проблема, как спустить данный миксер, он уперся. То есть если будет пленка, то однозначно она будет порвана лагуна. На сегодняшний день в России у нас эксплуатируется больше 10 амфибий компании NUN, которые наиболее эффективно на сегодняшний день показали эффективность. И за все время работы, это более 4 лет, не было ни одной поломки, разрыва пленки по всему навозонакопителю. Я чуть-чуть ускорю перемешивание. Мешалка компании PAC работает также у одного из наших клиентов, но, к сожалению, данная конструкция тоже не получила популярности, потому что использует обычный насос Cornell, который периодически забивает, он расположен горизонтально и забивается поверхностными остатками твердой фракции. Приходится периодически возвращать ее, при этом, так как насос забивается, она не может плавать. Соответственно, требуется подплыть к ней, залезть на нее, открыть насос непосредственно на
очистить крыльчатку, и только после этого она заработает. При одном из демонстраций клиенту нашей мешалки в соседней лагуны имеющаяся клиента затонула. Клиент даже не понял, по какой причине, но, видимо, поплавки из-за постоянного нахождения в агрессивной среде начали пропускать, и пришлось в экстренном порядке порожнять навозонакопитель и вытаскивать помпу, плавающую мешалку. Они, как видите, все примерно одинаковой конструкции, имеют острые углы, что недопустимо для эксплуатации в пленочных накопителях. Данный миксер полупогружного типа с большим трудом, несмотря на то, что он оснащен и пропеллером, и лагунной помпой, с большим трудом может переместиться в лагуну за счет своих достаточно длинных габаритов линейных. Еще раз, если сравнивать по производительности, то результат прям налицо, можно посмотреть. Подведем небольшой итог. Какие типы все-таки мешалок для каких решений наиболее выгодны? Погружные мешалки стационарного типа лучше всего подходят для лагун с жидкой фракцией. При этом идет экономия на технике, передвижных тракторах. Или вы ограничены подъездом к лагуне. Мешалки с привода от трактора достаточно универсальны и работают в любых лагунах с разделенным либо неразделенным навозом объемом до 20 тысяч кубов, как правило. И в случае, если объем навознакопителя свыше 20 тысяч кубов, кратно нужно увеличить количество миксеров. То есть, если лагуна 40 тысяч кубов, то лучше установить 2-3 миксера. Лагунные помпы аналогично просто имеют свойство разбивать дополнительно более эффективно поверхностную корки, зато они менее эффективны с донными отложениями. Миксеры пропеллерного типа более эффективны с донными отложениями, но более трудозатратны для разбивания корки, потому что здесь разбивание происходит механическим путем и происходят удары о крыльчатку, которые некомфортны водителю трактора. Такое ощущение, что трактор сейчас сломается. Это в процессе эксплуатации. Понтонные аэраторы достаточно эффективно могут перемешивать в основном жидкую фракцию свиного навоза или коровьего, либо жидкий навоз свинокомплексов. При этом за счет увеличения их количества можно вполне перемешивать навозонакопители и до 100 тысяч кубов и больше. Самым универсальным орудием для перемешивания навозонакопителей, самым совершенным на сегодняшний день, который позволяет заменить 3-4 помпы с тракторами, это плавающая мешалка-амфибия. Мы стараемся достаточно комплексно и внимательно подходить к каждому клиенту и готовы для каждого клиента сделать правильное решение, обосновать его, посчитать, какие будут затраты на приобретение с последующим оценкой текущих затрат на эксплуатацию, плановый предупредительный ремонт, обслуживание. И мы готовы защитить клиенту, чтобы клиент был уверен, что мы комплексно и системно подходим. Мы осуществляем гарантийную сервисную поддержку, монтаж и, главное, обучение персонала. Чтобы не было так, как у Райкина, да? К пуговицам претензии есть? Нет. К рукавам претензии есть? Нет. Ну а костюм не сидит. То есть это комплексная система, она должна быть просчитана до мелочей. Насосы, мешалки, сепараторы, разделение, неразделение, внесение навоза также. Почему мы так уверены и гарантируем наш результат? Потому что у нас более 650 объектов на всей территории России. От Камчатки, Сахалина, Якутии, Мурманска, Чечни, то есть в всех регионах России мы работаем.
Для исключения простоев оборудования у клиента в случае поломок, либо плановых обслуживаний, как правило, все запчасти у нас имеются на складе, и мы поставляем все запчасти и основное оборудование со склада. Сервисные бригады, которые работают на всей территории России, обеспечивают ремонт, монтаж, обслуживание поставленной техники клиента, обучение и решение вопроса с модернизацией. Как вы знаете, лучше предупредить поломку, чем ее ремонтировать. Наша сервисная база легко ремонтирует, а также осуществляет профилактический плановый предупредительный ремонт и обслуживание всего поставленного оборудования. Мы готовы всегда демонстрировать клиентам наши решения в случае, если кто-то не уверен, то есть мы готовы пригласить как на действующие объекты, дать протестировать решение у клиента, либо дать на тестирование оборудования. Мы стараемся не предлагать какое-то оборудование, а мы сторонники проработать решение, которое сможет получить, подготовить, снизить ваши затраты, и в результате вы получите прибыль. Потому что любое оборудование – это инвестиционная составляющая в рамках бизнеса. То есть, поэтому можем с уверенностью говорить, что наше решение генерирует вашу прибыль. Спасибо за внимание. Если у вас какие-то вопросы, я всегда готов ответить.